Всех приветствую на канале. Сегодня пеку осетинские пироги. Рецепт несколько лет назад нашла на ютубе. К сожалению, не помню автора. Но рецепт прижился. Получается очень вкусно. Так что всем рекомендую. Начинаем приготовление. Беру 400 мл молока. Пол чайной ложки соли и столовая ложка сахара. Молоко у нас теплое. Добавляем 7 грамм дрожжей. У меня сухие. Все хорошо перемешиваем. Тесто у нас будет безопарное. Оно и так хорошо сразу поднимется. И теперь постепенно буду добавлять муку. Муки 500 грамм. Добавляю не все. Чуть-чуть оставляю. Мука высшего сорта. Пшеничная. Тесто будет клеиться к рукам. Это нормально. Мукой тесто забивать не будем. Так, то, что мука у меня немножко осталась, я пока так и оставляю. И хорошо вымешиваю, вымешиваю, вымешиваю. Теперь добавляю размягченного сливочного масла 50 грамм. И продолжаю вымешивать. Молоко можно заменить на воду. Можно делать 50 на 50. Тесто вымешивать нужно где-то минут 10. И теперь добавляю столовую ложку растительного масла. И еще раз хорошо перемешиваю. Чашку смазываю растительным маслом. И укладываю тесто. Чуть-чуть сверху еще полила маслом. Теперь чашку накрываю пленкой, можно крышкой. И ставлю в теплое место для того, чтобы наше тесто поднялось. Пока тесто подходит, 350 грамм картошки я порезала и поставила варить. Ничего не добавляю. Сыр сулугуни у меня 300 грамм. И кусочек сыра брынза 40 грамм. Все это нужно мне натереть. Сулугуни можно заменить адыгейским. Брынзу можно брать любую. Что-то можно заменить моцареллой. И весь сыр хорошо перемешиваю. Картошка сварилась. Отвар весь я сливаю.
он нам не нужен. Ни соль, ни жидкости я не добавляю. Жидкость нам не нужна, соль нам не нужна, потому что соли от сыра хватит. Просто мну. И добавляю 10 грамм сливочного масла. Теперь картошку добавляю к сыру. И все хорошо перемешиваю. Картошку делю на 3 части. И скатываю ее в такие шарики. Вот такие колобки у нас получились. Сейчас я накрою пленочкой. И пусть начинка ждет, пока поднимется хорошо тесто. Тесто подошло. Я делаю админку. И оставляю его еще раз подойти. Тесто полностью поднялось. Обминаю его хорошо. И делю его на 3 части. На 3 пирога. Немного муки. Работаю только руками. Скалку не применяю. Тесто собираю, как на хинкали. И потихонечку, аккуратненько, подсыпая муку, начинаю разминать лепешку. Диаметр лепешки буду делать 25 сантиметров по толщине, тогда это самый оптимальный вариант. Диаметр доски у меня 30. Никуда не тороплюсь. Нежненько.
25 сантиметров. И обязательно посередине делаю дырочку. Все пироги сразу не леплю. Один ставлю в духовку, второй начинаю лепить. И ставлю в духовку. Перекладываю. И смазываю маслом. Температура выпекания 220 градусов. Выпекаются они очень быстро, буквально 10-15 минут. Все готово. Получилось 3 пирога. Сейчас будем разрезать и смотреть. Режу прям горячие еще. Наверное, они форму будут держать лучше, когда остынут за счет сыра. Так. Вот так получилось. Вот такой мягкий и очень вкусный. А на сегодня все. Всем удачи и пока.